Соловки не для таких, как Варламов. Илья, ты не главная соловецкая рыба. Блогеру-понторезу дали жару. Возьми пакет, убери, если такой правильный. Вы, наверное, догадались, что все это обо мне. Я уже привык, что после моих статей из поездок на меня сыплется град гневных комментариев от местных. Людям неприятно, когда об их родном месте говорят правду. Так случилось и с Соловками. Я впервые побывал там этим летом. До этого я много раз слышал о Соловецких островах. Люди называют Соловки местом силы. Туда с материка на кораблях каждое лето отправляются тысячи туристов. Год назад я путешествовал по Карелии. Меня покорили прекрасные Кижи. Это тоже, можно сказать, православный остров с красивейшими деревянными церквями. Тогда я решил побывать на Соловках и даже смотрел на них с соседнего архипелага Кузова. Я ожидал увидеть на Соловецком архипелаге умиротворение, красивую северную природу, мощную архитектуру, память о заключенных, которых ссылали сюда в 20-е годы прошлого века. Но меня ждало полное разочарование. До Соловков сложно добраться. Бухта, куда приплывают паломники, воняет говном. Жадные экскурсоводы пересказывают Википедию. Здесь отсутствует нормальная туристическая инфраструктура. Прекрасная природа загажена мусором, а местные живут в ужасных условиях. Само здание монастыря выглядит неряшливо из-за непродуманной системы навигации, различных табличек, указателей и коробов с проводами, ну и, конечно же, из-за ошибок реставраторов. Странно видеть такое, зная, сколько миллиардов сюда вбухивают и какие у храма покровители. На архипелаг почти каждый год приезжает патриарх Кирилл. Соловки признаны памятником ЮНЕСКО. На реставрацию храма давал деньги Минкульт. Сюда поиграть в футбол с местными мальчишками приезжали Мединский и Валуев. А в 2018 году навести порядок на Соловках приказал лично Владимир Путин. Когда летом я поделился своими наблюдениями в блоге, мне ответил местный чиновник, бывший глава Соловков и заместитель директора музея Евгений Тютюков. Это про него архангельские СМИ писали, что он дал мне, блогеру-понторезу, жару. Евгений посоветовал мне самому убрать увиденный мусор, получше торговаться с местными и приезжать с правильным настроем. А на мое замечание об отсутствии туалетов он остроумно привязал к дереву писсуар и назвал его писсуаром Варламова. В ответ я решил задать Тютюкову более конкретные вопросы о ситуации на Соловках. Не часто получается выйти на такого открытого чиновника, но Евгений написал ВКонтакте пост, в котором сказал, что не будет отвечать, кому попало. Поскольку Евгений отказался отвечать на мои вопросы, я честно сделал все, что мог, пришлось разбираться самим, что же на самом деле происходит на Соловках. И сегодня я расскажу вам, как Соловки докатились до такого состояния, как архипелаг живет сейчас и почему здесь все так плохо. Я надеюсь, что моя работа поможет обратить внимание следователей на беспредел, который здесь творится. Ну а чтобы ролик посмотрело как можно больше людей, помогите с его распространением. Поставьте лайк, напишите комментарий, поделитесь этим роликом с друзьями. Это все нужно, чтобы алгоритмы YouTube увидели, что этот контент действительно важен, интересен, и чтобы YouTube порекомендовал этот ролик другим зрителям. Ну и не забудьте подписаться на мой канал. Сейчас почти половина зрителей смотрит мои ролики без подписки, и это очень меня расстраивает. Соловки — это целый комплекс островов в Белом море. Чтобы добраться сюда с материка, нужно преодолеть больше 50 километров по воде. Первые люди приплыли сюда в 6-м тысячелетии до нашей эры. Это были морские охотники и рыболовы. Здесь они ловили селедку, треску, охотились на тюленей, морских зайцев и белух. Сейчас местные уже почти не рыбачат. Главной рыбой Соловков стал турист. Мне как-то задали вопрос, какая самая лучшая рыба? Я ответил, что турист – самая лучшая рыба. Мы вытряхиваем туристов. Первые русские промысловики начали приезжать на Соловки в 12 веке, а уже в 15 веке на архипелаге поселились монахи Зосима и Герман, которые основали здесь монастырь. Изначально монастырь был деревянным, но из-за постоянных пожаров его решили перестроить из камня. Вот эти огромные валуны зимой по снегу на санях свозили к монастырю. А летом в сухую погоду булыжники затаскивали один на другой. Самые крупные клали в основание. Пространство между камнями заполняли песком и землей,
А когда земля засыхала, ее вычищали и ставили в промежутки кирпичи. Их, кстати, делали здесь же. Со временем между этими валунами начали прорастать цветы, папоротники и лишайники. Благодаря этому стены монастыря вблизи смотрелись просто волшебно. Неотесанные камни за 5 столетий тоже покрылись ржавыми лишайниками. В промежутках между булыжниками пробивались фиолетовые колокольчики и папоротники-пузырники. Любопытно, что они не встречаются нигде на Соловках, кроме этих стен. По крайней мере, так выглядели все стены монастыря до 2014 года. Посмотрите внимательно на первое фото. Его сделал знаменитый фотограф Прокудин-Горский больше 100 лет назад. Это одна из башен монастыря, Успенская. А теперь посмотрите, как она выглядит сейчас. Стены стали будто бы голыми. Это нерадивые реставраторы варварски очистили валуны от лишайников. Видимо, кто-то посчитал, что они могут как-то навредить камням. Работы велись за строительными лесами, поэтому люди не сразу увидели это безобразие. Благо, после этого случая такую очистку прекратили, и остальные стены монастыря удалось сохранить. Эти огромные валуны, которые тащили до монастыря с берега, не единственная удивительная работа соловецких монахов. В XVI веке они с помощью приезжих трудников, таких православных волонтеров, вручную прорыли на Соловках сеть каналов. Так они соединили разрозненные озера, чтобы обеспечить водоснабжение монастыря и работу мельницы. Эта сеть питала уже не только мельницу, но и одну из первых гидроэлектростанций в России. Ее запустили в 1909 году. Оборудование для станции закупили у австрийских фирм, а металлические водоводы сделали здесь, в монастырских мастерских. Гидроэлектростанцию запечатлел во время своей поездки на Соловки фотограф Прокудин-Горский. Вот так она выглядела 100 лет назад. А так выглядит сейчас. Здание разваливается. Часть каналов высохла, часть заросла илом. Внутри все разрушено. ГЭС построили в золотое для Соловков время. До 19 века Соловецкий монастырь выполнял еще роль крепости и тюрьмы. Сюда ссылали политических заключенных и вероотступников. В 19 веке монастырь разоружили, а к концу столетия упразднили и тюрьму. С тех пор Соловки стали излюбленным туристическим местом для паломников. При монастыре работала кузница, мастерские. В Белое море выходили прогулочные суда. Здесь были кирпичные, воскобелильные и кожевенные заводы, смолокурня и салотопня и другие ремесленные предприятия. Сейчас почти все принадлежавшие монастырю здания, где монахи занимались ремеслами, закрыты. Что интересно, патриарх Кирилл хочет вернуть монастырю облик именно того времени. Вот только о возрождении ремесел никто не говорит. Монастырь теперь зарабатывает только на туристах и зарабатывает, кажется, немало. Так, индивидуальная экскурсия на 1 час обошлась мне в 5000 рублей, а съемка в монастыре стоила 25 тысяч. Здесь нужно сразу пояснить, что 25 тысяч это так называемая коммерческая съемка, поскольку я снимал для блога, я решил официально это оформить, и с меня попросили 25 тысяч за коммерческую съемку в монастыре. С туристов для личного пользования, конечно, этих денег не берут, но тем не менее я эти деньги заплатил. При этом никаких чеков мне не дали, и только уже после опубликованной статьи скинули нарисованный билетик в WhatsApp. Вначале его никто не дал. И опять же вопрос, если они не выдают чеков и непонятно, как вообще ведут учет денег, то что-то мне подсказывает, что часть этих денег, возможно, даже значительная часть, может идти мимо кассы. Кстати, зарплата у директора Соловецкого музея Шутова хорошая. На сайте Минкульта можно найти его задекларированный годовой доход за 2012 год. Он составляет 1 миллион 936 тысяч 54 рубля. Если поделить на 12 месяцев, получится примерно 160 тысяч. А работает Владимир всего в 2 местах. Но на второй должности нет такого понятия, как зарплата, и декларировать нечего. Священники живут на пожертвования. Владимир Шутов – это мирское имя соловецкого архимандрита отца Порфирия. Да, вот такое вот совместительство. Священник работает и главой Соловецкого монастыря, и главой музея. Говорят, раньше он сам себе и письма писал. Вот такая интересная деталь. А в 2017 году местный активист Олег Кадола нашел и выложил у себя в блоге зарплаты главных музейных работников. Оплачивает их, кстати, Минкульт, который содержится на наши налоги. Если верить данным из статьи, директор Соловецкого музея в 2017 году получал в месяц 368 тысяч рублей. В статье Кадола приводит зарплату заведующего отдела в том же музее. Это 25 тысяч.
А зарплата заместителя директора от 202 до 444 тысяч рублей. Неудивительно, что бывший глава Соловков ушел работать заместителем директора музея по экскурсионному обслуживанию. Да, это тот самый Евгений Тютюков, который предлагал мне убрать соловецкий мусор. Может, Евгений все-таки ответит мне, откуда такая разница зарплат? Ладно, с восстановлением ремесел не заладилось. Пусть зарабатывают на экскурсиях. Помимо туристов и монахов, на Соловках есть еще обычная жизнь. Круглый год здесь проживает почти 1000 человек. Это именно они вынуждены селиться в лагерных бараках, мучиться на ужасных дорогах и жить без социальных благ. Кажется, как будто эти люди стали новыми пленниками бывшего лагеря. А ведь все должно было быть совсем иначе. На Соловки, как одну из главных святынь и мощный туристический объект, выделяют кучу денег. Только где результаты? В 2013 году правительство Архангельской области утвердило государственную программу по развитию инфраструктуры Соловецкого архипелага. Предполагалось, что она стартует в 2014 году и закончится в 2019. Правительство хотело решить все проблемы Соловков. Жилье, мусор, водоснабжение, канализация, транспорт, электричество – все эти сферы должны были привести в порядок. Общий бюджет госпрограммы составлял 6,4 миллиарда рублей. Но что-то сразу не задалось. Каждый год выходило по несколько новых редакций госпрограммы. Сроки постоянно сдвигались. В итоге сейчас, в последней редакции от 26 августа 2021 года, сроки окончания всех проектов сдвинулись уже до 2024 года. Давайте посмотрим, как исполняется эта программа и что уже сделано. Сверяться будем с первой редакцией постановления от 11 октября 2013 года. Подробнее прокомментировать ситуацию на Соловках я пригласил Олега Кадолу, местного независимого гида, блогера и активиста. Он воюет с монастырем и администрацией поселка с начала 2000-х. Сюда вкачано, я думаю, сейчас порядка уже, если брать первый этап этой федеральной программы, когда здесь был Балашов, и сейчас, да, я думаю, это порядка где-то уже 10 миллиардов вкачано сюда. Но надо понимать, что основные бабки в федеральных программах отмываются на этапе проектирования. А проектирование, да, это вот в нашей сейчас, да, стране, в современной, оно ничем не отличается от проектирования екатерининских времен. Когда люди, сидящие в Москве, что-то там себе придумывают и думают, что на Соловках это можно воплотить. Забывая о том, что это мало того, что другая часть страны, это не Москва, нифига, да, это еще и островная территория. И надо сказать, что вообще, в принципе, да, наше законодательство на сегодняшний день, оно, мягко говоря, не соответствует реалиям островных территорий. Тот же самый 44-й закон, да, по которому мы разыгрываем деньги в разных конкурсах и так далее, он по своим срокам финансирования не совпадает, например, со сроками завоза на Соловки. Поэтому, когда компания получает деньги к осени, в этот момент ни одна компания сюда завести уже ничего не может. В результате компания начинает терпеть убытки, и в конечном итоге, кто бы сюда ни заходил из компании, я пока не видел ни одной, кто вышел отсюда без потерь. Один из проектов, самый клевый, президент создал фонд развития Соловков, и фонд построил себе штаб. Вот это единственное такое, что хорошо очень видно на Соловках. Да? И все, когда проезжают, говорят, а что это за красивый клевый сарай? И мы объясняем, что этот сарай на самом деле, да, это фонд президента, собственно, да, который он учредил вот, во главе с Фродковым. И поэтому, вот такого явного, да, что что-то изменилось за 20 лет, сложно сказать. На колокольне, например, колокольчики повесили, да, например. Вот. Например, сняли леса с колокольни, сняли леса с Никольской башни, наконец-то. То есть какие-то виды реставрационных работ идут. Но из-за несовпадения 44-го с реалиями, да, эти работы всегда идут очень медленно, они всегда задерживаются, они всегда убыточны, и пока никто не смог решить эту проблему. Даже Путин, который говорит о том, что у нас в Белом море есть черная дыра. Да, вот она, черная дыра, она называется Соловки. Все эти проекты вывешены сейчас на стендах, да, около здания фонда, и что меня ужасает, в этих проектах нет очистных и канализации. Это говорит о том, что даже государство в лице президента и Фродкова не могут эту проблему на сегодня решить. То есть они построили такую систему, в которой эта проблема не решается.
Друзья, а вы уже знаете, где будете отмечать Новый год? Купили уже билеты и путевки? Я лично часто улетаю на праздники в другие страны. Да, вариантов сейчас для российских туристов, конечно, не так много. Кстати, недавно туроператоры отчитались, что россияне скупили почти все туры на Мальдивы. Туда сейчас как раз пускают туристов, и не нужно делать визу заранее. Если вы один из этих туристов и собираетесь на острова, у меня для вас отличная новость. Билайн снизил стоимость интернета в роуминге на Мальдивах. Теперь абонентам доступен 1 гигабайт LTE интернета за 350 рублей в день. Для сравнения, раньше всего 1 мегабайт стоил 768 рублей в день. При этом вы оплачиваете интернет только в те дни, когда им пользуетесь. Если вы исчерпаете лимит, можно подключить услугу «Продли скорость» и выбрать, сколько трафика вам нужно: 500 мегабайт за 175 рублей или 1 гигабайт за 350 рублей. Если вы предпочитаете оплачивать связь заранее, можно выбрать один из персональных пакетов роуминга. В них больше минут и гигабайтов, рассчитанных сразу на несколько дней и по более выгодным ценам. Чтобы детальнее разобраться в проблемах острова, я хотел обсудить их с местными жителями, но, к сожалению, когда мы начали искать спикеров, нам все отказывали. Возможно, кто-то не хочет, чтобы его потом порицали соседи, кто-то переживает, что не сможет работать с монастырем, а некоторым не понравилось, что летом я рассказал правду о мусоре и сервисе на островах. Эти люди не просто отказывались давать комментарии, но и часто хамили моей команде. Единственная женщина, которая согласилась немного рассказать о проблемах архипелага, попросила сохранить ее анонимность. И это очень показательная история, потому что в таких маленьких и закрытых сообществах люди действительно боятся. Они понимают, что могут подвергнуться гонениям и репрессиям со стороны власти, со стороны того же там монастыря, со стороны чиновников. И деться им с острова будет некуда. Им нужно будет просто все бросать и уезжать. Они боятся стать изгоями. И это еще один очень важный момент. Потому что в таких сообществах запуганных людей, которые не имеют возможности высказаться, которые боятся высказаться, как раз и происходит самый большой беспредел. Я бы не хотела, например, чтобы где-то в интернете было меня видно. Потому что здесь такое отношение у людей, чтобы вот когда даже у вас приезжал, как его, господи, Илья, да? Да. И как бы остров к нему отнесся почему-то крайне отрицательно. Хотя где-то я прописала комментарий, например, где он сказал неправду. В чем неправда была? То есть он написал как есть, просто словами другими. Написал он все правильно. Для верующих Соловки это светлое место. Вот только с искусственным светом тут проблемы. По первой версии госпрограммы на модернизацию системы электроснабжения Соловков выделили 40 миллионов рублей и должны были закончить ее к 2016 году. Что-то обновили, но сейчас поселок до сих пор питает старая дизельная электростанция. Ее построили в 30-х годах прошлого века. Электричество такого производства выходит очень дорогим. Более 2000 тонн топлива для станции каждый год везут с материка. Со слов директора Высшей школы энергетики, нефти и газа Северного Арктического федерального университета Павла Марьяндышева, стоимость киловатт-часа такого электричества в 2018 году составила 28 рублей. Для сравнения, сейчас стоимость киловатт-часа в Москве 5 рублей 92 копейки. Кроме того, дизельная электростанция еще и не экологична. При этом она стоит на берегу Святого озера, неподалеку от стен храма. А еще во время работы станция постоянно гудит. Такое шумное соседство никак не настраивает на умиротворение. Шум слышен почти по всему поселку. Решить проблему с электричеством на Соловках очень сложно. Тянуть кабель с материка слишком дорого, особенно если протягивать его со стороны Архангельской области, как это предлагал бывший губернатор Орлов. Как вариант, можно было бы протянуть кабель из Карелии, но правительство Архангельской области настроено против. С электричеством, да что, нормальная история, в общем-то. У нас обычная дизель-электростанция. Вот. И когда все спрашивают, как так, что сюда топливо завозят? Да, сюда топливо завозят. Речь идет, конечно, о том, что с Карелии когда-нибудь нам протянут кабель, как вот Путину на валам протянули кабель, да, у него все хорошо. А у нас, к сожалению, кабель еще не протянули, и, я думаю, никогда его не протянут на самом деле. Поэтому будем солярочкой питаться дальше. Слушайте, ну если что-то случается с генератором, то поселок на грани кризиса. Потому что генератор — это основное, что питает весь поселок зимой. Вырубится генератор, через пару дней поселок полностью вымерзнет. Ну, кроме тех, у кого печки остались. Бывает, что останавливается, да, подача электричества по разным там причинам. Вот. Такого совсем кризисного, да, пока еще не было, чтобы поселок вымерзал. Но, в общем-то, эта возможность всегда существует. Еще здесь можно было бы внедрить альтернативную энергетику. Например, норвежская компания Тромскрафт
предлагала поставить ВЭС мощностью 5 мегаватт. Но от этой затеи решили отказаться. Монахи вообще почему-то настроены против альтернативной энергетики. Реставратор Сергей Крипак объясняет это практичностью монахов. Вот монастырь в этом отношении меня очень сильно покорил, потому что если у батюшек часто стоит при проектировании пожелание, чтобы все было максимально там навороченное, дорогое и лучше, чем в других приходах, то на Соловках, как у крепких хозяйственников, у них отношение совершенно другое. То есть системы там жизнеобеспечения, да, то есть установки, вырабатывающие электричество, насосы для, соответственно, прокачивания воды там, и прочее, они покупают максимально надежные и те, которые они могут самостоятельно обслуживать. То есть здесь уже стоит не вопрос цены, а здесь уже прежде всего отцы просят, чтобы была возможность их обслуживания. Они должны быть обязательно ремонтопригодные, и все материалы и, соответственно, детали все должны быть максимально доступными, чтобы, ну, вы понимаете, на Соловках остаться без электричества или тем более тепла, это, в принципе, смерти подобно, поэтому вот здесь монастырь в этом отношении достаточно подходит разумно. Здесь же напротив электростанции стоят резервуары для хранения топлива и теплостанция, которая тоже работает на дизеле. Станция нагревает теплотрассу, которая проходит только по 3 улицам: Заозерной, Флоренского и Приморской. На остальных улицах дома отапливаются печками. Дрова на остров тоже завозят, но местным продают по льготной цене. Говорят, еще дрова можно нарубить, если получить разрешение в лесничестве. Вот так выглядит территория лесничества и бывшей пожарной части. Стоят заброшенные машины, покосившиеся сарайчики, валяются бочки, ворота и гаражи заколочены, территория заросла травой. Пожарный причал, откуда раньше брали воду машины, уже не кажется надежным. Лесничество тоже выглядит заброшенным. Часть окон заколочена наглухо, вход зарос бурьяном. Зато на стене здания висит табличка «Купаться запрещено». Возможно, лесничество тоже переехало в здание МЧС, но везде до сих пор написан этот адрес. В общем, в теории дрова можно достать, если вдруг покупные закончатся. Но многие соловчане просто ставят себе в квартиру сразу несколько электрических обогревателей. Отопление, кстати, вот с отоплением. Сейчас все на электроэнергии, да? Плохо с отоплением. Потому что есть центральное отопление, они не подводят вот к домам, да, отопление. Вот, центральному, да? Есть центральное отопление, они не подводят, да, и с отоплением плохо. И мы хотели бы, чтобы подвели централизованное отопление, чтобы печки вот эти, которые сейчас стоят, да, их убрать. У меня нет, у меня конвекторы. Я отапливаюсь от электричества. А бензин в поселке стоит 63 рубля и продается всего 2 раза в неделю, по вторникам и четвергам. Причем даже не весь день, а в течение нескольких часов, в зависимости от сезона. Бывает, подходит к концу, скажем так. Бывает, что заправка не работает. Говорит, ребят, бензина нет, там, да, вот живем все как бы на запас. Вот. Но мы к этому привыкли, особенно учитывая, что Архоблэнерго поставляет нам бензин, мягко говоря, говенного качества. Поэтому для машины что подходит, а для лодочных движков уже нет. Поэтому мы завозим бензин абсолютно незаконно с материка. Нам куда деваться-то? И нам на материке купить его дешевле, потому что на материке он стоит, по-моему, там 48 рублей, а здесь 68 или как-то так такая цена. Поэтому зачем мне покупать плохой бензин за большие деньги, когда я могу купить хороший бензин на материке? Дизель стоит, 59, кто-то прикалывается, оторвал. Дизель стоит 85, а бензин в среднем 63 рубля. Ого. Все запчасти у нас идут с Архангельска. Соответственно, на самолете, да, либо на барже, который ходит 2 раза, за все лето последнее время. Из этого и цены такие. Следующая проблема Соловков – это водоснабжение. На развитие этой системы в 2014 году заложили 420 миллионов рублей и обещали закончить работы в 2015 году. Сейчас в госпрограмме срок сдачи работ сдвинулся аж на 2023 год, всего-то на 8 лет. При этом жители по-прежнему жалуются на плохой напор воды и ржавчину. Временную систему очистки воды установили только в 2019 году. Воду здесь берут из питьевого ручья. Раньше ее почти не очищали. В 2017 году Олег Кадола заключал договор на водозабор из колонок, которые подключены к системе водоснабжения. В договоре вода была прописана как техническая.
Если верить Олегу, то на Соловках как минимум до 2019 года не было нормальной питьевой воды. Единственное, что вода, она не должным образом очищается. Мы платим, например, как за техническую, мы платим как за нормальную воду, но она, по всей видимости, техническая, тем не менее, остается. Все равно цвет у нее преимущественно желтоватый. На сегодняшний день существующих объемов водозаборов в 600 кубических метров в сутки просто недостаточно для того, чтобы развивать что-то на Соловках. То есть этого объема хватает только для того, чтобы обслужить местных 900 жителей, а в перспективе 1000 жителей к 1935 году и обслужить существующий туристический поток и перспективный тоже к 1935 году. Вода еще расходуется, соответственно, на пожаротушение, вода расходуется для технических нужд, для полива и так далее, и так далее. И нужно увеличивать мощности раза в 3-4. На сегодняшний день мне точно известно, что есть проект водозабора рядом с озером. Это будет скважины, это будет водовод 1200 метров. То есть больше 1 километра, и это будет станция водоподготовки. Все это на бумаге есть, на деле пока этого нет, поэтому вода, конечно, на сегодняшний день на Соловках оставляет желать лучшего. Когда это построят, это я не Ванга, да? Ответить на этот вопрос не могу. Посмотрите на это прекрасное место. Это бухта Благополучия, куда прибывают монастырские суда с паломниками. Первое, что они видят, это огромный Соловецкий монастырь, стоящий у самого берега. Если с этой точки пройти по берегу чуть дальше, откроется вид на прекрасное Белое море. Неподалеку отсюда располагаются все самые важные здания поселка. Школа, детский сад, больница, полиция, продуктовый магазин, электростанция, заправка и теплостанция. Здесь все так близко, отсюда все видно, можно быстро дойти куда угодно. Но в этом самом месте, в эту живописную бухту, сливается говно с южной части поселка. Видите этот ручеек? Это течет канализация, да, прямо сюда, под святые стены монастыря. Все оседает на дне или плавно перетекает из бухты Благополучия в Белое море. Такое вот дерьмовое соловецкое благополучие. А теперь давайте посмотрим на другой берег бухты. Отсюда уже не так хорошо видно монастырь, зато здесь хорошо видно трубу, которая несет говно с северной половины Соловецкого поселка. В 100 метрах отсюда 2 года назад построили здание Фонда по сохранению и развитию Соловецкого архипелага. На сайте фонда гордо пишут: сотрудники действительно живут проблемами Соловков. В 100 метрах от них из этой самой трубы, как 2 года назад текла канализация, так до сих пор и течет. Вот так с 2 сторон Соловки снабжают бухту Благополучия и Белое море своими сточными водами. Это большая проблема Соловков. Здесь отсутствует нормальная канализация и очистные сооружения. И это при том, что в поселке постоянно живет почти 1000 человек. Сюда приезжают туристы и рабочие реставраторы. Что интересно, очистные сооружения почти достроили к началу 90-х, но развалился Советский Союз, и всем стало не до этого. Местные рассказывают, что здания и оборудование законсервировали, и со временем все пришло в негодность. Позже на их месте планировали построить новые очистные. Чиновники обещали сделать это сначала к 2016-му, потом к 2018-му, 2019-му, и уже в начале 2020 года губернатор Архангельской области Игорь Орлов заявил, что очистные построят к концу года. Вот так очистные выглядят сейчас, спустя почти 2 года с момента этого заявления. Рабочих почти нет, техники тоже. Согласно первой версии госпрограммы по развитию инфраструктуры Соловецкого архипелага, на создание канализации выделили 353 миллиона рублей и должны были закончить работы в 2015 году. Результат вы видите сами. Очистные, которыми почти не занимаются, и говно, вытекающее прямо в бухту Благополучия. А срок сдачи коллекторов и канализации снова перенесли теперь уже на 2022 год. Хотя кое-что вроде бы построили еще в 2008. Первые очистные вообще к 91 году были готовы на 95%. По идее, государство должно было бы их запустить уже. Но потом государство развалилось, да, очистные развалились тоже там. Затем, вот в тот момент, когда государство задумалось о том, что здесь необходимо сделать канализацию, был разыгран конкурс на очистные, все как положено, но я так понимаю, что управление этим проектом было оттяпано Архангельской областью. То есть основное управление, да, и основные проекты, и там работы шли через бюджет Архангельской области и через эти Архангельские игры. Вот. В результате получилось так, что сюда зашла команда СМУ-303. Это большая была и есть, да, уважаемая организация.
которая начала здесь что-то делать. Потом выяснилось, что проект, который был представлен, да, в Смутрица-3, не жизнеспособен, потому что поселок имеет две части, северную и южную, и протянуть канализацию вдоль самого монастыря невозможно. Это памятник ЮНЕСКО, там нельзя копать. Поэтому проект был изменен. Часть трубы протянули с той стороны по объездной дороге, а часть протянули вот здесь, насколько я знаю, по морю у нас лежит труба. В результате уже в тот момент большей части специалистов было понятно, что этот проект не будет работать. То есть он не будет выкачивать дерьмо туда, куда оно должно выкачиваться. После этого Смутрица-3 у нас обанкротилась, потому что, ну, как проект сам, да, обанкротился фактически. Вот. И в результате, в общем, работы встали. Хотя труб тут закопано уже немерено по поселку. Да, трубы закопаны, там КНСки стоят, канализационные эти насосные станции и так далее. Сейчас речь идет о том, что в Архангельской области какое-то управление по строительству, да, оно перерабатывает сам проект заново. Но беда в чем? Была выделена определенная сумма на очистные и канализацию. Большая часть суммы уже потрачена. Когда проект доработают, останется меньшая часть суммы. За меньшую часть суммы никто не сделает эту канализацию по-любому. Поэтому желающих сюда зайти на этот проект, я думаю, просто не будет. Государство вынуждено будет дать новых денег сюда. Канализационные стоки. Одна из основных проблем Соловецких островов, что очистных сооружений, септиков и всего остального, без чего мы не можем представить современный город, этого всего ничего нет. Конь, что называется, не валялся. Соответственно, в бухту и в озера, и в реки, и в поверхностные водотоки попадает большое количество биогенных элементов. То есть, по факту текут наши какашки. Это аммонийный азот, это фосфаты, это баки и все остальное, что приводит к размножению одноклеточных водорослей в бухте и в озерах, в реках. Соответственно, понижается уровень растворенного кислорода, и эта среда становится непригодной для размножения рыб, для тех, кто входит и не рестится в реках, для тех, кто живет в бухте, и, соответственно, для тех млекопитающих, которые приходят в Белое море для того, чтобы пополнить свою жировую прослойку, то есть полакомиться рыбой. Это, конечно, со временем станет совсем невозможно, если кардинально не решить вопрос с очистными сооружениями на Соловецком архипелаге. Дело в том, что когда у человека на дачном участке есть выгребная яма, соответственно, у его соседа может быть колодец, и все фекальные воды по подземным ходам попадают в колодец или в скважину, и, соответственно, сосед пьет все то, что гадит предыдущий человек, у которого выгребная яма. Поэтому, конечно же, наличие септиков в данном случае обязательно. А когда очистных сооружений там, и септиков, и вообще очистки стоков нету на крупных объектах, таких как там монастырь или, например, гостиница или что-то еще, то это, конечно, может заразить подземные воды на достаточно большой площади, что, в общем-то, абсолютно обычная для России ситуация. По все той же госпрограмме к 2016 году планировали решить проблему мусора на островах. На это выделили 127 миллионов. Здесь должны были построить комплекс по переработке отходов. Кажется, единственное, что смогли сделать за 8 лет, это поставить на мусорные баки крышки. Это, конечно, неплохо, меньше мусора будет разноситься по городу. Но здесь и так все в мусоре. По этой дороге видно, куда она ведет. На мусорный полигон. Мусора становится все больше. Если свернуть на полянки, то там можно увидеть даже заброшенные машины, которые, понятное дело, никто не будет утилизировать. Казалось бы, уехал не пойми куда, ушел просто вдаль от всех дорог, от всего остального, и все равно идешь и видишь мусор под ногами. Вот это меня всегда напрягало и раздражало в наших лесах. Казалось бы, слушай, такая красота. Пришел ты сюда с бутылочкой. Пришел с каким-то мусором. Забери ее с собой. Зачем ты гадишь в лесу? Зачем ты это оставляешь? К сожалению, некоторые не понимают этого. Друзья, забирайте за собой мусор. Говорят, по всему острову можно найти десятки нелегальных свалок. А это главный мусорный полигон.
Здесь накопилось столько мусора, что трактору приходится постоянно его утрамбовывать и прорывать траншеи. Причем посмотрите, сколько здесь пластика, пакеты, бутылки, упаковка. Это при том, что Соловки признаны не просто объектом культурного наследия, а природно-культурного. То есть здесь нужно сохранять не только архитектуру, но и природу. Проблему с пластиком точно можно было бы решить за это время. Достаточно было установить здесь раздельный сбор мусора, закупить прессы для пластика и отвозить прессованный пластик обратно на материк на судах, которые привозят сюда топливо и другие грузы. Вот вам прекрасный пример — Шпицберген. Условия там еще хуже, чем на Соловках. Расстояние до Большой Земли в десятки раз больше, чем между Соловецким архипелагом и материком. Но здесь почему-то сортируют мусор и отвозят его в Норвегию. Собирают его вот в такие крутые контейнеры. Если вы смотрели мой выпуск про Шпицберген, то вы знаете, что во втором по величине городе архипелага живут в основном русские и украинцы. Раньше они тоже закапывали весь мусор на островах, но Норвегия дала им грант, и там тоже начали заниматься сортировкой и отправлять отходы на материк. Можно было сделать хотя бы как в Баренцбурге. Да, выглядит стрёмно, но уж лучше так, чем убивать природу. Вообще, говорят, на острова как-то приезжал парень со своим прессом. Он планировал сделать здесь пункт сортировки пластика, но в итоге не смог договориться с администрацией. Кстати, администрация в этом году совершила здесь подвиг. В местном райпо поставили пластиковую бутылку для сбора батареек. Ну, надо же с чего-то начинать. Нет, мусорят это наши. Паломники и прочие приезжие, они мало мусорят. А мусорят в основном наши. Поэтому вот когда говорят, что это самые паломники, там приезжие, там прочее, нет, они это мало этим занимаются. А раньше были, когда туристические рейсы из Северодвинска, вот те, да, вот те даже и пожары устраивали, я даже один тушил. На Соловках есть огромная проблема, связанная с отходами. Дело в том, что люди там живут, а мусор оттуда не вывозился никогда. Там, и 6 тысяч лет назад, и там, начиная с 15 века, когда начали осваивать эти острова. Вот. И, естественно, этот мусор накапливался там десятилетиями и столетиями. Он есть и свалки вроде как легальные, которые расползаются по территории архипелага. Есть стихийные какие-то мусорные навалы в лесах. Все это огромная проблема. Вообще культуры обращения с отходами отсутствует полностью. И самое главное, что никаких экономических предпосылок для того, чтобы решить этот вопрос, нет. Потому что наша мусорная реформа, которая проводится на сегодняшний день в стране, она очень сильно буксует именно в арктическом регионе. Дело в том, что взять отходы, разделить и отправить на переработку очень дорого именно там. Потому что плечо логистическое настолько требует огромных ресурсов, что эти ПЭТ-бутылки или, например, ПНД-шные пакеты или там бумага, макулатура и все остальное, что мы можем раздельно собрать, это все становится просто золотым, когда попадает на материк. Соответственно, решать эти вопросы на самих Соловках тоже никакой, просто нет никакой возможности, потому что строить там сортировки, строить там перерабатывающие мощности, с учетом того, что эту территорию хотят сделать национальным парком, это просто запрещено. Вот. И, соответственно, единственный выход, который я вижу, это комплексно вывозить все отходы морским транспортом на материк и в дальнейшем уже что-то с ним делать. Потому что на сегодняшний день все это будет расползаться, все это будет дальше захватывать все новые и новые части дикой природы и, конечно, ни к чему хорошему не привезет. В частности, любая свалка – это всегда неприятный запах, это гниение органики, это метаны, это сероводороды, это все отравляет и экосистему вокруг. Начинают меняться нативные растения на крапиву, на борщевик, животные, птицы, там, лисицы, кабаны и все остальные меняются на врановых птиц, это вороны, это чайки. В общем, видоизменяется и природа, видоизменяется и человек. Это достаточно вредно жить возле большой свалки. И кроме этого, любая свалка – это еще и фильтрат. То есть те дождевые воды, которые попадают на свалку, проходят, напитываются отходами и потом попадают в грунтовые воды или в поверхностные источники. Это загрязняет практически все ниже по рельефу. Все это попадает в бухты, растекается. Все это стекает в бухту благополучия.
Все это приводит к тому, что превышения, например, в середине прошлого десятилетия фиксировались на уровне 10-12 предельно допустимой концентрации по фосфатам. Столько же, кстати, сколько в Авачинской бухте на Камчатке. Вот. И, соответственно, это до конца добивает всю эту экосистему уникальную и уничтожает рекреационно-туристический потенциал этого места. Что делают шведы, например? Да? Они живут примерно в тех же самых климатических условиях. У них тоже арктический регион и достаточно теплый, такой же, как и Соловки, в общем-то. То есть на Соловках средняя температура годовая выше 0 градусов, что уникально, потому что 135 километров от Северного полюса – это достаточно мало. Вот. Шведы сжигают отходы. Именно вот такое решение было принято. Да, у нас в стране очень большие споры идут по этому поводу, и очень много людей несогласных, и я в их числе, то, что сжигать отходы вообще целесообразно. Но, возможно, на северных, на значительно удаленных от цивилизации регионах другого выхода просто нет. Есть технологии анаэробного сжигания, есть технологии, которые практически безвредны для экосистемы. Возможно, это выход. Конечно же, нужно рассмотреть вариант вывоза. То есть так тоже делают очень многие, так делают японцы, например. Они полностью все отходы вывозят, предварительно разделив на 2 фракции. То есть это сухие отходы и это мокрые отходы. В мокрые это то, где есть органика, там все гниет, это все воняет. Сухие отходы это потенциальное вторсырье, которое не гниет и не воняет. Их нужно разделить предварительно только для того, чтобы вот этой вот органикой не испортить вторичные материальные ресурсы. После этого это вывозится на материк, где уже сортируется дальше по фракциям, отправляется на переработку. Возможно, это будет хотя бы отчасти выгодно при условии субсидирования или еще чего-то. Мы говорим про уникальную территорию, мы говорим про территорию, где просто не должно быть свалок, где должны быть туалеты обязательно, где должны быть урны. Это то место, в которое может быть субсидировано и из которого можно организовать вот такой вот вывоз. Мне кажется, это будет наиболее эффективным и лучшим решением в нашем случае. В суровых северных условиях и при ужасном уровне жизни людям, конечно, очень важна медицинская помощь, с которой, как вы понимаете, тоже проблемы. По госпрограмме на больницу выделили 391 миллион. Больницу на 40 посещений и 10 коек в стационаре должны были ввести в эксплуатацию в 2015 году. Но, видимо, на Соловках этот год еще не наступил. Сейчас здесь работает только врач-терапевт. С материка пару раз в год приезжают узкие специалисты. Не все успевают даже прийти к ним на прием. К зубному приходится ездить на материк, то есть платишь не только за лечение, но еще и за дорогу и гостиницу в Архангельске или Кеми. Реанимации и хирургии здесь нет. Если вдруг панкреатит, аппендицит, инфаркт, инсульт и другие острые состояния, придется вызывать санавиацию. Она может и не успеть, или не прилететь, потому что погода здесь бывает нелетная, много дней, даже недель подряд. Из дорогой аппаратуры только рентген-аппарат. Чудесный пример Михаила Васильевича Лопаткина. Да? Схватил человека инфаркт, спасти его не смогли, потому что санитарный самолет не прилетел. Была ночь или что-то там еще, я уж не помню, да, вот как это случилось. Но тем не менее факт остается фактом. Лопаткин умер просто потому, что не прилетел санитарный самолет. В конечном итоге не спасли человека. Хотя на материке инфаркт это, в общем, достаточно обычная штука, там бы его спасли, не вопрос. А здесь не удалось. Паллиативная помощь – это помощь, которая нужна вот в данное время, сейчас. То есть это с переломами, с ожогами. То есть ходили на костер, куда-то там обожглись в приходе. То есть и паломники. И, то есть мы принимаем всех. Независимо от того, приехали они туристы или не туристы, мы принимаем всех. Вот единственное, что я могу сказать, и оказываем помощь при болевом синдроме, при каком-то заболевании, при обострении. У нас очень много больных, то есть отделение полностью заполнено. Приезжают врачи с Архангельска к нам 13 числа. А остальное оказывает помощь терапевт. А ремонт хороший бывает? Это давно сделано? Нет, ремонт как раз, простите меня, не очень хороший. Новая больница, она должна быть открыта
новому году, к 2021 году. Старую больницу строили и проектировали заключенные. Ее построили на кладбище и для фундамента использовали могильные плиты. Здесь рядом осталась часть кладбища. ЮНЕСКО рекомендует не разбирать больницу. Все-таки это память о труде заключенных, можно музей сделать. Больница, конечно, кое-где разваливается и выглядит плохо, но, скорее всего, дело только в фасаде. То есть можно было бы малой кровью обойтись и отремонтировать эту больницу. Но решили не мелочиться и построить новую, которую до сих пор, правда, не достроили. Новую больницу строит застройщик «Белый дом». Эта компания строит школы и разные муниципальные здания в Архангельской области. Например, в Мизене, где я был этим летом. Выглядят эти здания как полное говно. Есть опасения, что больница будет такая же. Вдобавок, на владельца Белого дома недавно завели уголовное дело о хищении средств при работе по госпрограмме. Так что, возможно, мы теперь знаем секрет такой долгой работы над Соловецкой больницей. Даже если больницу достроят хотя бы к 2024 году, непонятно, как сюда будут привлекать врачей. Условий для нормальной жизни здесь нет. Медицины у нас нету. Сразу на кладбище идите копать могилу саму. Врачей-то у нас нет. А врачей нет. Конечно. У нас приезжают. Здание-то они могут. Вот зубной врач приехал, короче, на неделю и уедет. Да, и все. вот у меня сегодня сын ходил записываться к врачу, к стоматологу. А других вариантов, ну нету врачей. Пришел бы, я хороший стоматолог, без наркоза удаляю. Ну он приезжает примерно 2-3 раза в год и... Вызывай, как его. Да. У нас один человек заболел зубкой с острой болью, пенсионер, улетел зимой в Архангельск, обошелся зуб 35 тысяч. Пускай вырвет. Потому что билет надо купить. Там туда-сюда билет купить. И зуб вырвать 3000 там в Архангельске. И обратно прилететь. И у меня говорит 35 тысяч. Терапевт-то есть у нас? Участковый врач-то есть, конечно. Участковый врач. А скоро приезжает? Конечно, 2 машины. Вертолет. И полетел. А если что-нибудь тяжелое уже, давление высокое, то белый вертолет прилетает. Понятно, что кроме больницы людям нужна школа и детский сад. Причем власти щедро решили построить для них тоже новые здания. На их строительство по госпрограмме выделили аж 587,8 миллионов рублей. За эти деньги должна быть построена школа на 120 мест и детский сад на 110. Но ни то, ни другое до сих пор не достроили. В принципе, и на нынешнюю школу и детский сад местные особо не жалуются. На территории школы даже построили более-менее нормальную спортивную площадку, люди сюда приходят и занимаются. Ну и, кстати, возвращаясь к Шпицбергену, посмотрите, как школа и детский сад выглядят там. Для заботы о детях в поселке даже периодически строят детские площадки. Правда, убогие. Выглядят они ужасно, но открывают их, как обычно, торжественно. Вот, например, тот самый защитник Соловков Тютюков приходил на фотосессию. Не забывают на Соловках и про спорт. Рядом с монастырем есть огромное футбольное поле. Хотя оно почти никак не обустроено, местные все равно любят здесь собираться. Выбора-то нет. Поиграть с местными приходят даже заезжие депутаты и чиновники, например, Николай Валуев и Владимир Мединский. Тютюков в 2016 году гордился, что нашел инвестора на обустройство поля. Но, видимо, как нашел, так и потерял. Зато Минкульт во главе с Мединским исправно находил и выделял деньги на монастырь. Что с восстановлением монастыря? Давайте посмотрим, как справляются с этим. Я уже показал вам, как по-варварски счистили со стен вековые лишайники, и вот еще один пример безалаберного отношения к наследию. Это такелажный амбар середины 19 века. Здесь раньше хранили всю оснастку для кораблей, сети и небольшие лодки. Часть здания стояла над водой на валу и на свайной опоре. Похожие сараи до сих пор можно встретить в Финляндии. Они тоже стоят на деревянных сваях, которые большей частью находятся в воде. Но это обычные небольшие сараи, где хранят сети, оснастку и моторы для лодок. А местный такелажный амбар был трехэтажным. Причем доски были только снаружи. Внутри еще стоял такой же трехэтажный брус. Сваи держали здание больше 150 лет. Только один из углов амбара свободно свисал над водой. Из-за него здание начало сильно обрушаться в начале прошлого десятилетия. В 2014 году амбар начали реставрировать методом полного перебора. Это когда здание сначала разбирают, приводят бревна и доски в порядок, заменяют участки, которые невозможно сохранить похожими, и собирают заново. Это нормальная практика. В 2015 году амбар собрали и даже оставили старые 150-летние сваи.
Но через год что-то пошло не по плану. Летом 2016-го здание разобрали, сваи спилили, а строительную площадку залили цементом, нарушив все технологии. Вместо деревянных свай теперь поставили железобетонные. То есть 150 лет назад люди смогли разобрать камни и вбить деревянные сваи, а сейчас со всей техникой такой возможности нет. Это уже не реставрация, а новодел. В итоге примерно то же самое произошло с самим зданием. Часть сохранившихся бревен использовали, часть увезли в неизвестном направлении. Новое здание возводили с нарушением старой техники, и теперь оно только напоминает, что когда-то здесь стоял памятник архитектуры. Все это делали на виду у жителей и туристов. А с другой стороны бухты Благополучия с памятником обошлись еще хуже. Здесь полностью заменили старый монастырский причал. Один из бывших соловецких реставраторов, Игорь Митит, у себя в блоге рассказал, как происходила эта пародия на реставрацию. В бетонную коробку тупо закопали тонны бруса. Видимо, чтобы он там просто сгнил. По периметру поставили чудовищное ограждение и фонари, которые как будто украли с какой-то провинциальной набережной начала нулевых. Как такие фонари сочетаются с архитектурой монастыря, непонятно. Позади причала за уродским зеленым заборчиком в лесах стоят руины Преображенской гостиницы. В лагерные времена здесь размещалось управление. В 90-х здесь произошел пожар, остались только кирпичные стены. Сейчас на реконструкцию гостиницы планируют потратить 128 миллионов рублей. По всему поселку можно встретить крутые здания, в которых когда-то были мастерские, и монахи вместе с трудниками занимались работой. Но, кажется, восстанавливать их уже никто не собирается. А даже если восстановят, вряд ли кто-то будет за ними следить. Возвращаться к ремеслам пока что, видимо, никто не собирается. Кстати, трудники и сейчас приезжают бескорыстно работать на благо монастыря. Церковь обеспечивает их жильем и едой. Про еду не знаю, а вот жилье выглядит просто шикарно. Это летнее общежитие трудников. Да, это просто куча морских контейнеров, составленных друг на друга, а сбоку пара туалетов с дыркой в полу. Как можно жить в таких условиях, совершенно непонятно. Это просто какое-то унижение. Еще непонятно, где они моются. Может быть, в монастыре? Вообще на территории поселка стоит шикарная баня, выложенная из валунов, как и стены монастыря. Ее построили еще в 1717 году. В ней мылись и монахи, заключенные ГУЛАГа, и начальники лагеря, и обычные жители поселка до конца нулевых. Потом баню закрыли на ремонт, который так и не закончился. Если зайти внутрь, становится непонятно, а что здесь вообще делали во время ремонта. Все выглядит давно заброшенным и постепенно разрушается. Вместо ремонта рядом со старой башней решили построить новую, с уродским и неудобным пандусом для инвалидов. Почему нельзя было сделать вход вровень с землей, совершенно непонятно. Местные говорят, что баня почти все время стоит закрытой, что, правда, не мешает кому-то мыть в ней свой черный ленд-крузер с крутыми номерами. А закрыта баня, потому что убыточно. Вот что говорил об этом Тютюков изданию «Правда Севера». Баня в год обходится муниципальному бюджету в 1 миллион 800 тысяч рублей. Это за вычетом доходов от продажи билетов. Если б мы баню не содержали, билет бы стоил порядка 5000 рублей. А так пенсионерам он стоит 100 рублей, жителям Соловков 200, туристам 400. Видимо, поэтому чиновникам проще держать баню закрытой. Если монастырскую баню за долгие годы так и не восстановили, то в самом монастыре реконструкция идет непрерывно. Правда, выглядит все это очень плохо. Вообще очень странное впечатление от Соловков, потому что если представить какое-то место силы, такая одна из главных наших достопримечательностей. Вот. А когда здесь оказываешься, с одной стороны, да, у тебя памятники там древнерусской архитектуры, какие-то камни, там Иван Грозный, вот это все, да, все такое подлинное, настоящее, а с другой стороны, тут такой, бац, там, советский люк, тут какой-то просто ящик, стой, напряжение, там, еще что-то. Там какие-то там пожарные эти штуки, там наклейки, не помню, как развешаны. И вот это все как-то между собой не стыкуется. Мне кажется, можно было все это сделать гораздо деликатнее и с большим уважением к истории. Реставрационные работы начинают кипеть перед приездом патриарха Кирилла. Он прилетает на Соловки 19 августа на праздник Преображения Господня и находится здесь до 21 августа, Дня памяти преподобных Зосимы, Саватия и Германа Соловецких. К приезду патриарха здесь наводят порядок, убирают камни с дороги. Их выравнивают специальной машиной, грейдером, которая остальную часть года почему-то работает редко. В магазинах запрещают продажу алкоголя, и вся жизнь замирает. 3 года назад для патриарха даже поставили пластиковые макеты лебедей у домиков, где он ночевал. Этих лебедей сфотографировал Петр Лапшин. Вот так он комментирует приезд патриарха в эти домики порталу 29.ru.
В этом году их построили специально в Исаковской пустыне, озеро Лесное. Вечером владыку привезли туда на 6 лодках с бензиновыми моторами, что, кстати, категорически запрещено, ведь это питьевая система из 7 озер. Люди пьют эту воду. Весь поселок ей снабжается. Думаю, по воде его доставили, чтобы дороги не показывать, они там аховые. Не хотели патриарха трясти по колдобинам. Если говорить по поводу перекрытия дорог, то надо понимать, что это происходит в основном в дни прилета патриарха. Потому что монастырь Ставропигиальный, да, это личный монастырь патриарха, по сути. И когда патриарх приезжает сюда, с ним приезжает различная челядь, вот, начиная от снайперов, собак, охранников, оперов, ментов, да, там, ФСБшников, ФСОшников и так далее. В результате, да, происходят иногда такие вещи, когда будущий, возможный маршрут патриарха, да, перекрывается для остальных машин. Когда он говорит: ребята, стоп, все, стоит постовой с палкой, там, говорит: до свидания, сюда сейчас никто не едет, потому что нельзя. Вот. И это такое, ну, противоречие, да, мы понимаем, что есть ФСО и первые лица страны, только я, честно говоря, не понимаю, как к ним относится патриарх. Вот эта организация сейчас, да, то, что вы видите как музей и монастырь, музей на самом деле давно проглочен РПЦ. Директором музея назначен архимандрит Соловецкого монастыря. Поэтому вы попробуйте вякнуть что-нибудь там, вас тут же выгонят из музея, лишат зарплаты, и так как это основной работодатель, вы больше не найдете себе работу на острове. Как я уже рассказывал, в царские времена Соловки использовали в том числе как тюрьму. С падением царской власти к этой практике вернулись. Пришедшие к власти большевики стали активно открывать лагеря по всему северу. Сам Соловецкий лагерь особого назначения, в просторечии Слон, был основан в 1923 году. Ему передали имущество монастыря, который не работал уже с 1920-го, когда здесь появился первый трудовой лагерь. Сюда свозили и обычных заключенных, и политических. В основном ими становились бывшие соратники большевиков по революции, которые стали затем их противниками. Эсеры, меньшевики, анархисты. На 1 октября 1924 года политических заключенных в Слоне было 429 человек, при общем числе зэков около 3000. Есть мнение, что политические были в лагере на привилегированном положении, питались лучше охранников и не участвовали в обязательных для других заключенных работах. Не знаю, насколько это правда, мне лично трудно поверить, что противники советской власти тогда жили в лагере, как некоторые наши чиновники сегодня в тюрьмах. В 1933-м Слон превратили в отделение Беломоро-Балтийского лагеря. За 10 лет существования, собственно, Слона через него прошли около 200 тысяч заключенных. В 1937-м здесь была образована Соловецкая тюрьма особого назначения с характерной аббревиатурой СТОН. По данным исследователя Юрия Бродского, к заключенным на Соловках применяли массу разных пыток, помимо тяжелого труда в ужасных условиях. Например, людей привязывали к деревьям голыми, чтобы их ели комары, или заставляли стоять по много часов и петь пролетарский гимн «Интернационал». Конечно, как и во всех подобных лагерях, на Соловках были массовые убийства. Например, Центр «Мемориал» выяснил, что в октябре 1937 года по приказу НКВД 1111 человек были вывезены из лагеря и расстреляны на урочище Сан-Дармо. Людей убили просто потому, что они были нетрудоспособны или не имели рабочих специальностей. Всего были расстреляны, замучены до смерти и доведены до гибели жуткими условиями тысячи человек. Не обошла подобная судьба и руководителей Соловецкого лагеря. Первый глава лагеря отсидел 15 лет, второй был расстрелян как английский шпион. Из-за тысяч убитых и замученных Соловки стали синонимом ужаса. Попасть на Соловки для советского человека 20-30-х годов все равно, что попасть в ад. Только ад этот собственными руками создали такие же граждане СССР. Одни и те же люди бывали и заключенными, и охранниками. Тысячи людей отправлялись в лагеря после доноса соседей. Люди сами устроили себе весь этот ад. Поэтому сейчас так важно о нем помнить. Соловки очень быстро, в самом начале 20-х годов, стало словом нарицательным, да? Ну, вы помните из литературы, взять бы этого Канта и отправить на Соловки, да? То есть это нарицательное слово, которое фактически обозначало то же самое, что слово «гулаг» до определенного момента. Потом, здесь вот тоже, если говорить точно, то потом к нему прибавилось еще два слова – Воркута и Колыма, да?
Вот. Но Соловки все равно это место занимали очень твердо. Типа не рассказывает анекдот, а то на Соловки попадешь. Да? И Соловки здесь не как конкретный лагерь, а как арест, тюрьма, лагерь, там все вместе. Соловки должны быть для россиян напоминанием, памятником вроде Мамаева кургана в Волгограде, чтобы каждый съездил туда и посмотрел, что может сотворить человек. Тогда в следующий раз человек задумается, прежде чем обвинять кого-то в оскорблении чувств там из-за картинки в интернете или подделывать судебное дело. После распада Советского Союза у россиян появился запрос на память. Люди хотели узнать о судьбах своих родителей, бабушек и дедушек, сгнивших в лагерях. Ведь многие даже не знали, были ли их родственники расстреляны, оказались в ссылке или их просто вышвырнули из вагона поезда где-нибудь в тайге. Чтобы помочь людям узнать о судьбах их близких, появились различные фонды, которые занимались раскрытием преступлений НКВД и КГБ. Безымянные могилы, как тот же Сандармох. Несмотря на то, что уже сейчас этим поиском занимаются не дети, даже не внуки, а зачастую правнуки, да, которые хотят знать, что случилось с их прадедом. Хотят установить, почему, кто конкретно убил его прадеда. Хотят найти могилу, хотят найти все документы. Да? То есть вот этот запрос сейчас колоссальный. В последние годы в России память о преступлениях чекистов решили запретить. Возможно, вы помните недавнюю громкую историю Юрия Дмитриева, которого после раскрытия массового убийства советских граждан силовиками внезапно обвинили в педофилии. Сейчас тот же фонд «Мемориал» пытаются закрыть по странным и надуманным обвинениям. На Соловках истреблением исторической памяти занялись гораздо раньше. После распада Советского Союза на острова вернулась Русская Православная Церковь. Монахи возобновили деятельность на островах в 90-м году, а в 92-м монастырь был признан объектом всемирного наследия ЮНЕСКО. Церковные хозяева островов решили возрождать древнюю память Соловков, а про время концлагеря просто забыть. Вместе с концлагерем стали устранять и память о его жертвах. Вообще следы лагеря, где бы это ни было, на Колыме, в республике Коми или на Соловках, эти следы с течением времени по естественным причинам уходят. Да? Вот, стояла в лесу охранная вышка, да, ну, упала, и теперь она лежит. И тоже, если до этого места, я сейчас, например, про Колыму говорю, да, если до этого места доехать, то можно увидеть остов лежащей вышки. Может быть, даже еще сильнее впечатление, но вы какие-то следы видите. Но с течением времени они уходят. Но на Соловках такого процесса не было. Это было совершенно осмысленное действие монастыря, который пришел на Соловки в 1993 году. И, собственно говоря, первое, что они начали делать, это евроремонт в братском корпусе в Кремле, где сейчас находится администрация музея. Вполне направленное уничтожение следов лагеря, во всяком случае, на территории Кремля. Причем это не интуитивное желание, значит, стереть следы, сделать чистый ремонт, там все восстановить, как было. Это вполне себе четко сформулированная позиция. Посмотрите, сколько лет истории монастыря и сколько там 19 лет истории лагеря. Это типа маленький кусочек. А вообще Соловки должны принадлежать монастырю. Здесь монастырь, вот он восстановлен, ура, и теперь, значит, здесь будет монастырь. Наличие лагеря – это такая ошибка истории. И это было вполне целенаправленное уничтожение всех следов. Так и получилось, что сейчас вам с охотой расскажут о величии святости Соловков, а вот преступления, которые здесь творились, промолчат. Напоминанием о них станут старые лагерные бараки, которые сейчас используют и как жилые, и как хозяйственные постройки, и даже как помещения под магазины. Да-да, слона почти 90 лет как нет, а люди все еще вынуждены жить в тех же домах, что и заключенные в 30-х годах.
В центре этой площади стояла вышка надзирателей. Вокруг площади стоят бараки, где ютились тысячи заключенных. В одном из них рожали женщины-заключенные. А в этом бараке было управление лагеря. Теперь жить здесь приходится обычным людям. Что примечательно, снаружи бараки выглядят получше новых домов, которые построили здесь в 80-х, 90-х годах прошлого века. Но внутри просто ужас. Даже не верится, что люди живут так, в то время как у нас с вами есть все блага цивилизации. Работающая канализация, чистая вода из-под крана, доставки, кафе и рестораны. А в этих бараках нет нормального отопления, водоснабжения и канализации. Все убитое и разваленное. Это очень страшно. ЮНЕСКО предлагает бараки расселить, снести часть позднесоветских построек, а на их месте сделать новое нормальное жилье, куда уже и переселить людей. Бараки же будут архивом и музейным комплексом в память о лагерном времени. Мне такой вариант кажется оптимальным. Местные жители получат нормальное жилье, а вся Россия — напоминание о жутких преступлениях. Начали дом строить. Котлованы вырыли, все, фонтан пошел, все как изыскание делали. Сейчас вот больницу начали. Зачем? Больница у нас хорошая вот эта. Только надо оборудование специалистов. У нас хорошие это лагерные постройки, там старые мастера делали, они делали хорошо. А эти бараки еще вот со времен они, лагерей? Это вот городок, рабочий поселок как бы при лагерях был. Вот здесь у них лагерное начальство жило. Но не главное, а такое, которое по узкоколейке, тут же у них узкоколейка была, и по порту. Так вы знаете, вот эти дома, они лучше. Лучше, чем то, что сейчас строят? Вот там, вот в царстве Ничего себе. там тонут вообще в болоте. То есть эти лагерные столетние дома лучше по качеству, чем то, что... Вот этот наш дом, он хороший. Его просто вот сделать по-нормальному. Просто никто ничего не делает. А так вот он на горе. Фундамент прекрасный, эти валуны. Он хороший. Даже эти бараки, это лучше. Тут же все бараки вот так стояли. Это потом понастроили в советское время вот этих вот живот домов. Сейчас-то их не разрешают как бы сносить, и тогда что-то было. Захотели строить. И действительно, вот эти вот лагерные бараки, они на фоне всего остального выглядят очень и очень неплохо. Здесь, кстати, удобно, здесь можно снимать фильм про 20-30-е годы, потому что пейзаж здесь не очень сильно изменился. Возможно, если бы на Соловках была сильная местная власть, бараки уже давно бы расселили и дали людям нормальное жилье. В позднее советское время поселок понемногу развивался. Здесь шла обычная жизнь. Построили пусть не очень хорошие, но новые дома, уже готовились к запуску очистных сооружений. В поселке был свой клуб и развлечения. На часть проектов просто забили, а поселок стало подминать под себя церковь. Когда на Соловки вернулась РПЦ, она начала убивать здесь любые светские развлечения. Так, раньше здесь был детский яхт-клуб. Детей учили кататься на Святом озере. Попы выпроводили их в Белое море. Но там никто не смог обеспечить безопасность занятий для детей, поэтому клуб закрылся в 2003 году. В лагерное время здесь был гидросамолет со своим ангаром. Ангар сделан прикольно, на фасаде узор в виде крыльев. В 2000 году группа художников сделала в нем центр современного искусства «Арт-Ангар». Они показывали здесь современные фильмы, делали скульптуры из металлолома, но церкви это тоже не понравилось. В итоге «Арт-Ангар» закрылся в 2004 году. Сейчас он стоит заброшенным и постепенно разваливается. А жаль, такую интересную архитектуру нужно сохранять. Еще в поселке был свой клуб. Здесь устраивали дискотеки, кинопоказы. Монахи, по словам Олега Кадолы, давили на администрацию, чтобы во время постов не было никаких развлекательных мероприятий. В итоге клуб стал ненужным, а потом его и вовсе снесли. Снес как раз тот самый Белый дом, который занимается сейчас больницей. Но немного культурной жизни на Соловках все-таки есть. Так, во время Архангельской регаты сюда заходят спортсмены на яхтах. Каждое лето здесь проходит ярмарка ремесел, приезжают разные мастера со всей страны. Например, с детским яхт-клубом, да, действительно произошла такая история, когда сказали, что Святое озеро, оно предназначено, видимо, только для того, чтобы оно было святым. Вот, и в результате детский клуб, который работал на территории озера, да, именно, им сказали: ребята, идите в море. Ну а в море детей просто так никто не подтащит, это другой уровень безопасности. Поэтому фактически работа детского яхт-клуба была парализована, и он прекратил свою деятельность здесь. Хотя он воспитал много тех людей, которые сейчас нормальные люди. Существовал у нас клуб, действительно, когда-то местный поселковый. И им командовал мой товарищ, который сейчас живет уже за рубежом, да, уехал из страны. И помните такой фильм «Код да Винчи»? Да.
Да? Вот я когда-то, да, провел такой эксперимент, да, пришел к моему другу Коле, к руководителю клуба. Говорю: Коля, вот у меня есть диск новый совсем, да, «Код да Винчи». Давай покажем в клубе. Коля сказал: давай покажем. Мы повесили объявление по всему поселку о том, что будет показан фильм «Код да Винчи». Через 3 часа мне позвонил глава и попросил меня зайти. В тот момент это был Луговой Дмитрий Дмитриевич. Вот. Я пришел к нему и говорю: Дмитрий Дмитриевич, я сейчас уже с вами разговариваю не как частное лицо, да, а как журналист. Объясните мне, почему у нас запретили показ фильма «Код да Винчи»? Он говорит: Олег, потому что мне позвонили из администрации, а в администрацию позвонили из епархии. В результате мы были единственным местом на территории России, где был запрещен показ фильма «Код да Винчи». Да? Давление на клуб, оно было изначальное, потому что, например, когда монахи здесь начали силу ощущать свою, да, они начали говорить, что, ребят, в дни постов, например, ну не надо проводить увеселительные мероприятия на территории клуба. То есть дискотек не надо, там, кино показывать и так далее. Да? Администрация всегда шла на поводу у попов. Тут деться некуда, потому что попы сейчас главные на этом острове. В результате, собственно, да, и клуб в какое-то время начал прекращать просто свою работу, потому что дни постов не совпадают, в общем, с днями, когда люди отдыхают. В результате клуб как организация фактически был уничтожен. Да, его снесли и вместо него построили штаб фонда. С туризмом здесь тоже беда, хотя по сути Соловки живут только туризмом. Каждый сезон сюда приезжают тысячи паломников и обычных туристов, которые хотят посмотреть на суровую северную природу. Удивительно, что и музей, и Тютюков, как один из работников музея, который получает свою зарплату фактически за работу с туристами, постоянно жалуются на человеческую нагрузку. Если их послушать, так это туристы убивают Соловки. Недавно произошел вообще дикий случай. Работники фонда по развитию Соловков вместе с работниками музея высадили около здания фонда рощу. Ну, вроде бы хорошее начинание. Только эту рощу обнесли колючей проволокой, чтобы защититься от туристов. Тютюков об этом с гордостью сообщил на своей страничке. Посмотрите, как ужасно это выглядит. В общем, к туристам здесь относятся просто как к мешкам с деньгами. Но люди все равно едут. Причем добраться сюда сложно. Нужно либо лететь на кукурузнике из Архангельска, либо плыть на теплоходах и катерах из карельских Кеми и Рабоче-Островска. Перелет на кукурузнике похож на поездку на пазике. Все обшарпанное трясется, аэропорт в Соловках выглядит жутко. По госпрограмме планируется построить новый, а недавно здесь даже заменили покрытие взлетно-посадочной полосы. Только вот делать больше рейсов не хотят. Боятся, что слишком сильно вырастет нагрузка на святое место. Поэтому большинству туристов по-прежнему придется добираться на Соловки по воде. А это то еще приключение. Еще до того, как подняться на борт, туристов встречают кафешки с жуткими вывесками, напоминающие то ли придорожные заправки, то ли шашлычные в Анапе. На теплоходе сложно настроиться на путешествие в святые места. Сразу после посадки на туристов и паломников набрасывается веселый дядя, который начинает продавать свои чудо-товары. Кофе, карты, диски, обереги. Не теплоход на Соловке, а настоящая электричка в Подмосковье. Такой стендапер пропадает. Послушайте, как он впаривает иконы. Обсидиан наш карельский из Питкеранты, а образа наносятся монахами. Это раскаленный металл, в нем присутствует золото, микроны, плавляется прямо в камень. Здесь Николай Угодник, покровитель плавающих, ездящих, путешествующих, Иисус Хранитель, Казанская Пресвятая Богородица. С другой стороны двухсторонний скотч, чтобы удобнее было закрепить дома на дверь. Надо не в скитах, не в храмах, а под Никольской церковью. С батюшкой заходит, и правда, в одном из помещений образ. Она и говорит: вот образ, который являлся предо мной. Его достали оттуда, оттерли от пыли, подняли наверх храм, прочитали службу, акафист. И уже через 3 дня произошло чудесное исцеление. Женщина самостоятельно смогла ходить и уехала с острова. А написан образ этот был за 40 лет перед этими событиями монахом Алипием. Не будучи еще иконописцем, в возрасте 21 года, рука сама водила образ во время чтения акафиста. Понятно рассказываю? Внутри все заставлено этими товарами. Вот китель, увешанный какими-то брошками, разноцветные платки, кружки, иконы, магнитики, ложки. В общем, шикарное место настраивает на нужный лад. Отсюда хочется поскорее сбежать на палубу. Здесь хотя бы можно полюбоваться на море и почувствовать атмосферу настоящего севера. Но недолго. На берегу на туристов набрасываются зазывалы и экскурсоводы. Туристы приезжают сюда на 3 главных причала: Монастырский, Хита и Тамарин причал. Убогий Монастырский причал я уже показывал. Его себе полностью забрали монастырские суда. А это Хита.
Сюда в основном приходят частные катера. Как раз здесь швартуются независимые экскурсоводы во главе с Олегом Кадолой. В 2016 году Тютюков пытался ограничить им доступ к причалу. Из-за этого здесь произошел большой скандал, и позже обнаружилась одна из схем воровства бюджетных денег. Это Тамарин причал. Сюда приходят большие туристические корабли. Здесь же рядом находится порт и плавучий кран. Он разгружает суда, которые привозят сюда продукты, топливо, дрова, строительную технику и другие нужные вещи. Около Тамариного причала летом туристов встречают экскурсоводы. Это действие чем-то напоминает Адлер. Тамарин причал тоже все никак не переделают по госпрограмме. На это выделили 300 миллионов рублей в 2013 году. И пока никаких работ не видно. Забавно, что где-то здесь же планировали построить и плавучую гостиницу для туристов за ту же сумму. Это мечта монахов и руководства музея. Они хотят, чтобы туристы жили, ели, спали и ходили в туалет на воде. А на остров спускались только для посещения экскурсий. Сейчас на острове много гостиниц. Среди них есть относительно неплохие. А есть петербургская гостиница. Она относится к музею. Здесь проходил ремонт и реставрация, но комнаты выглядят очень дешево, как общажные. Ночевка здесь стоит от 1000 рублей. Туристы жалуются на условия, особенно на холод в гостинице. Как пишут в отзывах. Гостиница напоминает пионерский лагерь советских времен, но для паломников нормально, ведь на Соловки едешь не за комфортом, а для души. Ночью удалось отдохнуть хорошо, да и до монастыря совсем близко. Если нет свободных мест в других гостиницах, рекомендую остановиться в этой. Вот еще одна гостиница – Соло. Здесь что-то пошло не так с архитектурой. Часть здания деревянная, часть зашили сайдингом, часть сделали вообще из кирпича и все обнесли нелепым заборчиком. Странно, что внешний облик здания здесь ни с чем не согласовывается. Кстати, внутри гостиницы все более-менее прилично. Гостиница, в которой останавливалась наша съемочная команда, выглядит неплохо, но в первый же день там не было воды. Еще можно остановиться у участников. Квартиры здесь сдают люди, которые переехали в Архангельск или живут рядом в частном доме. С человека за ночь в среднем просят от 1 до 3 тысяч рублей. А для любителей кемпинга здесь есть палаточный лагерь. Место стоит 300 рублей в сутки. На территории лагеря есть столы, лавки, кострища и даже туалет. Летом туристы жалуются, что воняет на всю округу. Еще здесь можно принять летний душ за 200 рублей, но туда обычно большая очередь. Оплата, как везде, здесь на карту или налом. Вообще даже непонятно, кто ее собирает. Туристы жалуются на хамство и безразличие руководства палаточного лагеря. Что касается экскурсий, то туристов здесь пытаются обмануть на всем. Мы взяли индивидуальную экскурсию, которая стоит у них 5000. Но он же вначале сказал, что эта индивидуальная экскурсия была 1000 рублей в час. А мы были 2 часа. Она как за 5 выросла? Он говорит, что 1000 рублей в час, у них экскурсия по объектам монастыря. Так. Мы куда-то, соответственно, выехали с гидом, он говорит дальше. Мы никуда с гидом не выезжали. Нам гид реально час была по монастырю и все. А дальше она просто с нами поехала за компанию, она уже ничего не рассказывала, она была не нужна. Ну, то есть мы ее покормили, покатали, потому что она, я так понял, сама захотела с нами покататься. Но она ни слова не сказала, она вообще ни слова не сказала. То есть она экскурсию не делала. Он решил именно из-за того, что вы выехали за пределы объекта монастыря, он взял так за индивидуальную экскурсию 5000, он мне прям прислал билет, как типа это чек за экскурсию на 5000. За возможность официально поснимать для Ютуба с меня в монастыре попросили 25 тысяч рублей в час. Лодочник, с которым договорились на 5000 рублей за 1,5 часа прогулки по каналам, перед стартом решил пересмотреть ценовую политику и назвал уже 7500. Водитель даже не скрывал, что туристы здесь обдирают как липку. Он гордо рассказывал мне об этом во время поездки. Мы вытряхиваем туристов. Я, в принципе, не против. Люди зарабатывают деньги, хорошо. Проблема в другом. В таких местах ты хочешь расслабиться, насладиться красотой, но вокруг все хотят тебя обмануть. Дикий и неприятный контраст. Я приехал на русский север и не хочу держаться за карманы. Все эти частники так или иначе связаны с музеем, и цены им, скорее всего, рекомендуют оттуда. В противовес им работают независимые гиды во главе с Кадолой. Они платят все налоги, получают разрешения, дают чеки и ведут свою деятельность прозрачно. Олег говорит, что, возможно, и рад был бы где-то не доплатить налоги, видя, как они сливаются на зарплаты тому же Тютюкову. Но он знает, что за каждым их шагом следят и постоянно проверяют и ждут ошибки. Поэтому работает Олег честно по отношению и к туристам, и к государству.
Ну, у каждого свой бизнес, да, кто-то зарабатывает в белую, кто-то в черную. Чего? Монастырь, музей частично привыкли зарабатывать в черную. Такое бывает. Вы поймите, это правильно, да, в общем-то, в наших условиях. Учитывая, что у нас бизнес в стране вообще является, я не знаю, парией, да, скажем так. Вот, поэтому неудивительно, что люди пытаются работать в черную. Государство создает такие условия, где мы вынуждены работать в черную. А мы вынуждены работать в белую просто потому, что нас постоянно гасили здесь, на этом острове, с самого начала. И любая комиссия могла взять нас за жабры. Поэтому мы постоянно работаем в белую, стараемся, нам куда деваться-то. Если смотреть на туристическую инфраструктуру в целом, то все очень плохо, начиная с транспорта и организации и заканчивая гостиницей и туалетами. Туалетов здесь почти нет. Людям приходится бегать в кусты или терпеть до гостиницы. Те туалеты, что есть, часто бывают закрыты, открывают их только когда приезжает какой-нибудь важный гость. Но несмотря на все это, природа здесь стоит того, чтобы приехать на Соловки и перетерпеть все остальное. Посмотрите, друзья, какой потрясающий берег. Потрясающий берег. Какая красота. Сосна прямо как с японских картин. Такая супер сосна. Невероятной красоты сосна. Но даже здесь какая-то сволочь умудрилась выкинуть гигантскую покрышку от грузовика в море. Вот хочется вот этого человека к этой покрышке привязать и туда, где поглубже, отправить. Потому что так гадить нельзя, конечно, в таких красивых местах. В общем, слушайте, на самом деле, даже несмотря на весь этот мусор, даже несмотря на, может, какой здесь не лучший сервис, еще что-то, полный восторг. Такой красоты редко где встретишь. Вот честно. Действительно, просто ошеломительная красота. Ошеломительная красота. И море теплое. Хочется покупаться. Тут, кстати, живет довольно много уток. Не, ну места здесь, конечно, фантастические. Особенно завидуешь людям, которые смогли найти время и приехать сюда с палатками. Потому что в таком потрясающем лесу на берегу Белого моря поставить палаточку, чтобы проснуться, выйти и сойти с ума от всей этой красоты, это дорогого стоит. Потрясающая природа, русский север. Вот те места, до которых не дошел человек, они здесь выглядят просто фантастически, конечно. Деревья совершенно другие. Да, вот обратите внимание. То есть березы, да? А березы, они не березы. Они все какие скрученные, такие все кривые. Очень классно выглядят. Но паломники сюда едут за другим. Правда, зачем, непонятно. На Ютубе есть ролик, где писатель Николай Кафырин спрашивает их, зачем они приехали на Соловки. Мало кто может дать вразумительный ответ. Ну, посмотреть интересные места, красивые, природу северную. Намоленное место. Не зря туда стремились и первыми приехали с таким большим трудом люди. И основали именно монастырь. Кто зачем? Ну вот вы зачем? Просто посмотреть, понаблюдать за какими-то историческими штучками. Чтобы лучше понять, чего все-таки ищут православные в таких местах, я попросил рассказать об этом моего православного друга, священника Павла Островского. Кстати, у Павла Островского есть замечательный Инстаграм и Ютуб-канал. Обязательно подпишитесь, ссылочка в описании к ролику. У некоторых людей складывается какое-то особое отношение к этим местам, что, дескать, вот святое место, что там как-то больше силы, больше благодати Божией и тому подобное. С этим я несколько не согласен, потому что мне кажется, что так как Господь Бог вездесущ, и там, где ты творишь добро и живешь по заповедям, то там и святое место. Понимаю, что нахожусь в меньшинстве, когда такие вещи говорю, да, но я и правда не вижу особой сакральности у этих мест. То есть Афон, да, это место, где вот только мужские монастыри. Прекрасно, да. Там Троица Сергия Лавра, место, где подвязался преподобный Сергий Радонежский. Но там подвязались и другие люди, и хорошие, и плохие подвязались. То же самое касается там Соловков, Валаама, Дивеева, любое место возьми, да. Мне кажется, что святое место, вот это моя позиция принципиальная, что святое место — это наша душа. Наша душа — вместилище Бога,
Или если ты живешь безбожной жизнью, то там Бога нету. Плюс и минус. Вот взять то, что правильное. Это когда человек особо чтит какого-либо святого, и вот он едет, чтобы, значит, помолиться на том месте, где молился этот святой. Наверное, еще плюс – это когда он хочет просто посмотреть какие-то красивые места. Это тоже плюс. Минус – это когда это превращается просто в православный шопинг. То есть, когда человек приезжает в какое-нибудь святое место, он там ходит по лавкам церковным, ему совершенно по барабану, что здесь подвязались святые люди, он никакой пользы для себя ни духовной, ни душевной, так, если можно сказать, эстетической не получает. Мне кажется, это некий минус, потому что как-то оно даже со стороны выглядит не очень как-то это хорошо. Знаете, когда какой-нибудь монастырь и толпы людей вокруг прилавков, церковных лавок и тому подобное, но при этом там совершенно не хотят пойти помолиться, там, или даже, в конце концов, посмотреть историю того или иного, какого-нибудь исторического, даже, в конце концов, места и так далее. Я думаю, что, вот исходя даже из того, что я говорил, вот, что Господь откликается, конечно, не на то географическое место, да, не какие-то координаты на земле, долгота, широта, где ты находишься. Господь откликается на веру человека. Не нужно думать, что мы можем какими-то внешними действиями спровоцировать Бога, что вот если я, значит, вот окажусь вот в точке А, буду совершать какие-то действия Б, вот, одет в одежду С, и общаться буду с человеком Д, то тогда неизбежно, раз я соблюл все эти условия, Господь уже обязан мне ответить. Это уже какое-то такое магическое отношение, конечно, совершенно неверное. Думаю, что если человек с верой обратится к Богу даже у себя в комнате, то Господь ему даст ответ. Это никак не связано с нашей церковной жизнью, потому что, конечно, христиане, да, они ходят в храм, там и причащаются, исповедуются. Но если мы говорим именно про какой-то вот ответ и чудо, то это все-таки все в руках Божьих, и Господь сам определяет, глядя на сердце человека, открывать себя или не открывать. Вынудить мы Бога никак не сможем. Но трудности туристов на Соловках – это ничто в сравнении с трудностями местных жителей. Про условия я вам уже рассказывал. Чтобы нормально жить в нынешних условиях, нужно хорошо зарабатывать. Только работы здесь толком нет. Раньше здесь был агаровый завод, где перерабатывали водоросли, но он закрылся. Водоросли на островах продолжают собирать, но перерабатывают их уже в Архангельске. В основном люди живут за счет туристов. Сдают квартиру в аренду, сдают велосипеды, водят экскурсии, работают в монастыре, его лавках и магазинах. Крупный магазин в поселке один, Райпо. Выбор здесь небольшой. Из-за дорогой логистики цены тоже высокие, особенно на скоропортящиеся продукты. Очень дорогие молоко и яйца. Бывший губернатор Орлов планировал, по словам Кадола, решить проблему, построив на Соловках птицефабрику. Только он не учел, что корм для птиц тоже нужно доставлять. Понятно, что никакой птицефабрики здесь не открыли. Все привозят, да? И понимаете, здесь в 2 раза дороже продукты, чем на материке. А что дороже? Все, любой продукт, который привозится зимой, да? То есть местные, они, местные жители, они, так сказать, переплачивают. За 3 матрон, правда. Дороги здесь все жуткие. Часть из них нельзя асфальтировать, потому что они относятся к памятникам истории и культуры. Но их можно равнять грейдерам, который нормально работает, если верить Олегу Кадоле, раз в год перед приездом патриарха. На проектирование и реконструкцию остальных дорог поселка в 2013 году заложили 208,4 миллиона рублей. Состояние дорог вы можете увидеть сами. Еще 761 миллион выделили на проектирование и строительство новой уличной дорожной сети. Огромные деньги, которые ушли, непонятно куда. Новая сеть должна была появиться к 2019 году. Найти хоть что-то похожее на нормальные дороги мне не удалось. Конечно, чиновники могут постоянно оправдываться, что почва здесь не та и климат не тот. Но в той же Норвегии с похожим климатом и в их Шпицбергене, который гораздо дальше Соловков от суши, дороги шикарные круглый год. Видимо, соловчанам придется всю жизнь ездить на квадроциклах, буханках и других внедорожниках. Другие машины здесь долго не проживут. Главный транспорт здесь на Соловках — это УАЗик-буханка, потому что только она неубиваемая и может проехать по местным дорогам. Шикарные дороги. Щепик вообще не ремонтируют. 2 дня назад пошел грейдер, так что мы едем еще по дороге. Ну вы так мастерски ведете по этим дорогам, что? Как вам машина? Машина нравится. Нравится? А старенькая, зато хорошая.
Чем зимой люди занимаются? Все по-разному. За всех я не могу сказать. Могу сказать за себя только. Вы чем занимаетесь? Ну, я в основном... Ой. Этой зимой гостиницу обслуживал. А люди приезжают сюда зимой, туристы? В этом году не приезжали из-за пандемии. А так бывают чартерные рейсы. Редко, но бывают. В основном на Рождество. Или на какие-нибудь церковные праздники. Это как паломники, получается? Нет. Или? Нет, им организовывают экскурсии или в музей, или с монастыря. Я вообще резьбой по дереву занимаюсь. А как часто вы отсюда выезжаете? Я говорю, я могу год никуда не ездить. Себя комфортно чувствую. Ну, раз в год, приходится выезжать. Отдыхать-то надо. После всего увиденного хочется показать тех, кто защищает Соловки и частично отвечает за ситуацию в поселке. В начале ролика я обещал вам подробнее рассказать о Евгении Тютюкове. Это бывший глава Соловков, тот самый герой, который дал мне жару и попытался объяснить, что меня просто не приняли острова и обнажили мою человеческую сущность. Давайте познакомимся с сущностью Евгения. В 2016 году он стал мэром Соловков, но через год угодил в скандал, который местные журналисты назвали банным. Олег Кадола опубликовал видео из бани одной из соловецких гостиниц, где Тютюков и директор МБУ «Соловецкий многофункциональный центр» Михаил Магид обсуждали передел бизнеса на Соловецких островах. В частности, они собирались перекрыть для независимых предпринимателей доступ к 3 главным причалам архипелага – Хете, Тамаринскому и Монастырскому. Не стану показывать вам этот ролик, тем более, что Тютюков на нем одет по-банному, но приведу одну цитату его собеседника. Вот сейчас мы Хету забираем. Школьную губу я предложил, он согласен забрать. Если Тамарин причал заберем, мне никого не нужно искать. Я его поставлю туда же. И у нас все 3 причала – Хета, Тамарин и Монастырский. Я прихожу к Порфирию и говорю: «Отец Порфирий, вы знаете, я же Кадолу ни на один причал не пускаю». Отец Порфирий скажет: «Ну, Михаил Лазаревич, Бог помог». И я говорю: «А вот можно, чтобы Бог помог нам никого не пускать на Монастырский?» Кадола опубликовал ролик из бани после того, как причал Хета действительно огородили. Причем к нему остались пришвартованы частные лодки. Блогер обратился в прокуратуру, которая потребовала от администрации Соловков убрать забор и привлечь Магида к дисциплинарной ответственности. В отместку Магид с Тютюковым написали на Кадолу заявление, обвинив его в незаконном распространении сведений о частной жизни. В итоге Приморский районный суд Архангельской области оштрафовал блогера за распространение сведений, составляющих личную тайну, и заставил выплатить 80 тысяч рублей государству и еще по 20 тысяч каждому из так называемых пострадавших чиновников. Тютюков спокойно проработал на посту главы Соловков еще 2 года, а вот его банного товарища Магида вскоре задержали за взятку и отправили в колонию строгого режима на 7,5 лет. Издал газету, в которой полностью изложил диалог этих товарищей в бане, фотографию сделал, принтскрин, да, что вот я вас вижу уже, до свидания. Вот, и предложил, собственно, им мировую. Сказал: ребят, давайте вы меня оставите, а я вот это оставлю в стране. Они подумали, что у них очень много сил, потому что за ними стоял там целый вице-губернатор, да, из Москвы пришедший. Вот, поэтому они подали на меня в суд. Собственно, чего я и добивался. Потому что, когда они выиграли этот суд, и я получил год условки за распространение личной тайны, этим судом они подтвердили, что на видео именно они. После этого ФСБ взяла их в разработку, и через год их поймали на передаче взятки. То есть операция была простроена с самого начала. Я один из тех, кто ее придумал, эту операцию. Вот. Поэтому, собственно, мы добились того, чего хотели. Вот. Михаил Лазаревич отсидел некоторое время, сейчас вышел, работает водителем администрации. Тютюков же после всего этого перешел работать в музей на должность замдиректора по экскурсионному обслуживанию. А еще Евгений является председателем Совета депутатов муниципального образования Соловецкое. Он, как настоящий депутат, очень любит пиариться. Поэтому-то он и ответил мне и написал всю эту ахинею про особую атмосферу Соловков. Сколько на острове хороших и современных общественных туалетов? Я предположу, что 0. Но, возможно, господин Тютюков поставит меня на место и покажет, где, если не в кустах, справить тут нужду. Почему в лесах свалки мусора, а в Белом море валяются покрышки от грузовых автомобилей? При этом свалки там много лет.
Но власти решили их не убирать. Они просто ждут, когда все это зарастет лесом. Они там годами, может быть, десятилетиями. Это все зарастает лесом и остается в почве. Все эти вредные отходы. Это просто какое-то средневековье. Ну, вроде как не видно, никаких вопросов нету. Но когда вопросы я задал господину Тютюкову, он предпочел не отвечать. Он вообще ничего внятного в своем тексте не написал. Просто хохмится и обезьяничает. Ну, потому что ответить ему по существу-то и нечего. На его взгляд, 5000 рублей за экскурсию — это нормальная цена, как и 25 тысяч за съемку. Мусор в заповедной природе его тоже не беспокоит. Ну и вообще надо ждать, пока тебе откроется магия. Я не знаю, какая магия должна открыться, чтобы смириться с мусором. Чтобы смириться с разбитыми дорогами, с убитой канализацией, с полугнилыми бараками, в которых до сих пор живут люди, с этими ценами и со всем остальным. Какая магия должна быть, чтобы со всем этим смириться, принять это, еще начать это защищать? Возможно, нормальные дороги, общественные туалеты, жилье и транспорт тоже появятся на Соловках когда-нибудь, благодаря какой-нибудь магии. Потому что другие способы, как видно, пока не работают. Соловки уже не раз становились местом разбирательств из-за просроченных работ и украденных бюджетных денег. В 2014 году Счетная палата сообщила о затягивании реставрационных работ и их низком качестве при завышении стоимости госконтрактов на 81 миллион рублей. В 2018 году в незаконном обогащении обвинили компанию «Опрстрой», которая вела работы на островах. Тогда же было возбуждено дело о мошенничестве в особо крупном размере, а разобраться с ситуацией на Соловках поручил лично Владимир Путин. По изначальному плану еще до 2020 года на сохранение памятников Соловецкого архипелага должно было быть выделено 6 миллиардов рублей. Деньги на архипелаг текут рекой, но в ответ до сих пор течет только сливаемое в Белое море говно и бесконечные обещания. Кстати, после моей первой поездки на Соловки я написал коротенький пост в Инстаграме, я даже не делал какого-то особого разбора, где я обратил внимание на состояние дорог, на мусор, там, на отсутствие туалетов, на убитую просто инфраструктуру, на другие проблемы. На меня действительно очень обиделись местные жители, и это большая проблема. Это проблема не для меня, я совершенно нормально отношусь к критике, это проблема для Соловков. Я много езжу по России, я был практически во всех регионах и, наверное, во всех крупных городах нашей страны, и я обратил внимание, что чем требовательнее жители к своему городу, чем они не безразличнее, тем больше в городе порядка. Когда люди не просто смиряются со своим существованием, а когда они начинают его довольно агрессивно защищать, всегда будет упадок. Потому что нет внутреннего общественного запроса на перемены. Потому что люди совсем смирились. И потому что они защищают весь этот бардак, который творится у них за окном. Жители Соловков могут сколько угодно обижаться на меня, но от этого нормальных дорог у них не будет. От этого у них не будет нормальной инфраструктуры. На Соловках нет ни одной нормальной гостиницы, нет туалетов, прекрасная природа загажена мусором, и они не могут этого не видеть. Там происходит беспредел, там происходит воровство. И история Соловков — это классическая история про упущенные возможности, потому что большинство людей, оно рассматривает происходящее с точки зрения «раньше было хуже». Раньше было совсем дерьмо, а сейчас такое маленькое дерьмишко, вроде не так хреново, как было вчера, стало чуть получше, спасибо партии за это, спасибо нашим депутатам, нашему мэру, ничего изменить нельзя. А если кто-то посмеет разинуть варежку и еще критиковать и указывать на ошибки, да пошел ты вон с наших Соловков, не мешай нам жить, как мы хотим. Окей. Проблема в том, что нужно рассматривать ситуацию не в контексте, что раньше было хуже, а в контексте, а что могло бы у вас быть. Вы должны думать о том, как могли бы вы жить, в каких домах, по каким улицам могли бы ходить, если бы те колоссальные деньги, которые вливаются на ваш остров, в ваш регион, не разворовывались бы. Если бы эти колоссальные деньги эффективно бы расходовались и тратились бы по назначению. Да, вы бы жили, как живут норвежцы. Да, как живут финны, как живут шведы в маленьких городах, с нормальными дорогами, с нормальной системой обращения с отходами, с вниманием и любовью к экологии, с нормальной инфраструктурой. Потому что то, что сегодня наши люди живут на Соловках в таком положении, с такими дорогами, с такой инфраструктурой, это унизительно, это позор, это стыдно. И стыдно, что вы это покрываете. Я таких людей называю говнохранители. Потому что вы оберегаете это говно, которое вокруг вас. Вы не даете его убрать, и вы его бережно защищаете, потому что вы думаете, что это ваше родное. Это не ваше родное. Вас обманули. Вас убедил мэр, убедил губернатор, убедили ваши депутаты, что ничего сделать нельзя, и что нужно всем объединиться против какого-то внешнего органа. Варламов приехал, другие журналисты, они тут что-то нам тут говорят. Из-за того, что вы молчите, все это продолжается. Потому что только в тишине и только при вашем безразличии чиновники, депутаты, директора всех этих музеев и так далее, они продолжают воровать, они воруют ваше настоящее, они воруют ваше будущее.
И все это происходит при вашем безразличии, при вашем молчаливом согласии. Вы можете посмотреть этот ролик, вы можете написать в комментариях, какой я мудак, как я посмел обругать Соловки, как я ничего не понял. Но я все понял, потому что мне есть с чем сравнивать. И очень хорошо, если жители Соловков немножко задумаются, а как они могли бы жить? Как они могли бы жить, если бы они не молчали, если бы они не терпели все это? Подумайте о своих упущенных возможностях.